Ну что ж, всем большой привет, с вами Джена. Сегодня у нас очень интересный ролик. Я буду заселять моих компонотусов, так как их уже у меня много, 12 штук, расплодились маленько. Вот. И заселять я их буду в ферму с Алиэкспресс, в китайскую ферму. Обзор у меня уже был, подсказку оставлю. Вот, не кидайте меня тапками. И если вдруг им там не понравится, я их просто возьму и переселю. Вот. Уже залила вот поилку в комплекте, которая была. Вот таким образом она у меня вставляется. Также сзади наполнила пробирку с автоувлажнением. И приготовила вот такой грунт. Это у меня с фермы от жнецов. Вот, в комплекте грунт. Потом добавлю им шишку и вот такого чувака. Также приготовила им миску и сиропчик. Сиропчик залью уже в конце. Ну что, начнем? Так, единственное, что, видите, мне здесь не нравится, на крышке нету ручки, неудобно. Я ее потом, может термопистолет, что-нибудь придумаю. Вот, не очень удобно. А так, ну, вроде ничего смотрится. Посмотрим. Так, в первую очередь сейчас засыплю грунт. Так, если вы услышите посторонние звуки, не пугайтесь. Это у меня тут кошки ломятся в дверь. Просто когда начинаешь что-то делать, значит, обязательно им нужно сюда. У меня две кошки. Одна здоровенная такая. И она любую дверь может взломать. Ну чё, как? Вроде ничего, да? Вот это, конечно, вообще. Что это? Я, наверное, может приклеить ее. Где хлоротал. Да нет, нормально. Пока что пойдет. Если что, я их переселю, если мне неудобно будет вдруг. Она у меня уже 300 лет стоит, эта ферма. Уже немножко пылью покрылась. Ой. Так, ладно. Ну что, все, украшательство закончено. Блин, интересно, пробирка-то влезет. Так, украшательство закончено. Сейчас надо где-то разровнять место, поставить кормушечку. Так, сейчас, чтобы вам видно было. Сиропчик. Сиропчик у меня медовый. Так, медовый сироп развожу 1 к 1. В пробирке такую каплю буквально за считанные секунды сжирают. Думаю, такой крупный грунт для них будет нормально, потому что сами муравьи крупные. Ну что, начинаем? Посмотрим на них. Красавцы, да? Вот такие. Красавчики. Сейчас попробую пробирку запихать. Зашибись, она не влазит. Блин. Так. Хьюстон, у нас проблемы. Так, стоп. A few moments later. Я сначала подумала, может ее через вот такую трубку подсоединить, а потом думаю, блин, они у меня стрессоустойчивые, да и вам будет интересно посмотреть весь процесс. Через трубку они, мне кажется, долго будут заселяться. Вот положу вот так, аккуратненько. Оп. В принципе, наклон небольшой, так что я думаю, ничего страшного. Все, закрываю крышку. Сильно не греметь, чтобы их не пугать. Да, видите, они у меня вообще сумасшедшие. Ничего не боятся, сразу полезли куда-то. Сейчас я вам их покажу поближе. Вот они. Красавцы. Тут я пока камеру переставляла, они уже там у меня. В ходах. Вообще, это что такое? Это что, самое быстрое переселение на планете? Ну, короче, все
пробирка к самому входу в этот формикарий, в гнездо. И поэтому они сразу же туда пошли, кому-то так и надо. Вот. Ну, собственно, я думаю, их можно оставить в покое. Сейчас они начнут тут все обследовать. Они уже шарятся вовсю. Ну, им тесно уже было в пробирке, серьезно, мне кажется. А вы как думаете? Мне кажется, да. Было тесно. Они уже вовсю исследуют. По всему формикарию бегают. Ходы, в принципе, нормальные. Я думала, будет им тесновато, но мне кажется, вполне. Они какие нехорошенькие. Так. Кажется, кто-то учуял сиропчик. Нашли сироп. Ура! Второй с ума сходит. Чует сироп, но не может дотянуться. О, да, получилось. Ура! Сейчас они напьются и пойдут кормить остальных. Так, ну все. Думаю, можно их оставить в покое. Как только какие-то подвижки будут происходить, я начну снимать. Рассказываю историю. Короче, вот этот мелкий волк, у них разведчик. Сижу, значит, никого не трогаю, подходит ко мне муж и говорит: представляешь, протираю я, значит, пыль. И угадай, кого вижу на полке. Вот этого чувачка. Я не понимаю, как он вылез из формикария. То есть формикарий закрыт. Щели не такие уж и большие в нем, в варенье. Но он все равно вылез. Я думаю, ладно, давай его сюда, запихаем его обратно. Наверное, просто когда пыль протирал, задел, может быть, крышку рукой, она там легко поднимается, и он выскочил. Ну ладно, хорошо. На следующий день заглядываю туда, чтобы посмотреть, как они там заселяются. И что вы думаете? Смотрю, он сверху по формикарию ползает. Что? Простите, что? Что вообще происходит? Снова сажаю его в формикарий, беру формикарий, ставлю его прямо перед собой, сажусь и смотрю, что, как и куда он мог пойти. И как назло он замер и никуда не рыпается. Разглядывала формикарий. Ну и в итоге, короче, оказалось, что я не закрутила один из болтов. И, собственно, именно вот в этот маленький промежуток, ну там как болтик размер, он там как по туннелю ля-ля-ля-ля-ля и вышел. Представляете, нет? Какая я балда. На этом видео буду заканчивать. К сожалению, они у меня в гнездо в само не заселились. Еще живут в пробирке, вытряхивать я их не хочу. Поэтому, как только они заселятся, я вам коротенькое видео засниму. Будем прощаться. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Пишите свои комментарии, давайте общаться, как обычно. Спасибо всем большое за просмотр. Подписывайтесь. 50% из вас смотрят меня без подписки. Ну что такое? Подпишитесь, чтобы не пропустить следующие видео. Все, всем спасибо, всем пока.